Connection Churn – проблема, когда клиенты открывают и закрывают соединения слишком часто. Установить соединение с RabbitMQ – дорогая операция. Все начинается с 3 базовых пакетов TCP. На этом этапе мы еще не знаем ничего о RabbitMQ, мы просто открываем сетевой канал. Затем следует самый ресурсоемкий блок TLS Handshake. Здесь клиент и сервер обмениваются сертификатами и договариваются о ключах шифрования. Это не просто обмен данными, это несколько раунд-трипов, которые создают существенную задержку при каждом новом подключении. Следом в дело вступают ANQP фреймы. В этом блоке происходит авторизация, выбор виртуального хоста и согласование настроек сети. Происходит несколько шагов обмена методами, прежде чем брокер разрешит нам работать. Последний шаг — открытие канала. Это виртуальное соединение внутри физического. Это самый быстрый этап. Основная проблема в том, что мы заставляем систему проходить 3 предыдущих тяжелых блока ради этого короткого последнего шага. В результате падает пропускная способность, система становится нестабильной. Обратите внимание на график. При интенсивном Connection Churn RabbitMQ значительно загружает CPU и потребляет память при условии, что данные не отправляются. Это связано с тем, что каждое соединение RabbitMQ — это отдельный процесс Erlang, который потребляет от 30 до 100 килобайт памяти. В большинстве случаев достаточно поддерживать одно соединение на один экземпляр приложения или пул таких соединений. Пул соединений инициализируется на запуск приложения до достижения минимального количества соединений. Обработчик в приложении запрашивает соединение в пуле. Если свободное соединение есть, оно удаляется из пула и передается обработчику. Если пул пустой, но не достигнут максимальный лимит соединений, создается новое и передается обработчику. Если пул пустой и максимальный лимит достигнут, обработчик ожидает освобождения соединения другим обработчиком. Когда соединение освобождается, оно возвращается в пул и передается первому в очереди ожидания обработчику. Если вы работали с базами данных в AWS, вы наверняка использовали RDS прокси, чтобы лямбда-функции не убивали базу множеством подключений. Для RabbitMQ нужен точно такой же подход — промежуточный слой, который будет держать пул соединений открытым. Проблема актуальна не только для лямбда-функций. Классический PHP — один из главных виновников текучести соединений. Без использования специализированных серверов приложений, таких как Roadrunner или Swul, каждый запуск скрипта изолирован. PHP-воркер открывает соединение, отправляет сообщение и тут же умирает, разрывая связь. Чтобы решить это, следует использовать специализированные прокси, такие как ANQ прокси, которые выполняют ту же роль, что и пул соединений, переиспользуют старые соединения для новых запросов. Прокси разворачивается рядом с приложением, например, в одном поде. Приложение подключается к прокси по-прежнему без постоянных соединений, но в локальной сети. В свою очередь, прокси подключается к RabbitMQ с ограниченным количеством соединений, которые держит открытыми в памяти. Это позволяет сократить время установления сессии в десятки раз, так как прокси-сервер берет на себя все рукопожатия, отдавая приложению уже прогретый канал. Нагрузка на RabbitMQ уменьшается по причине отсутствия необходимости обслуживать множественные переподключения. Концепции RDS Proxy и Local Buffer в отношении решения проблемы переподключений схожи, однако Local Buffer позволяет решать и другие задачи. Подробнее о нем я расскажу в отдельном ролике. Обратите внимание на график. Постоянные 800 соединений, созданные при запуске приложения, дают значительное снижение издержек, что видно по потреблению памяти и использованию CPU. Для сравнения, на другом графике представлены те же 800 соединений, только в них непрерывно проталкиваются сообщения с payload размером 1 мегабайт через 8 каналов на каждое соединение. Точка обмена неустойчивая, типа фан-аут. Около 20 тысяч сообщений в секунду дают такую же нагрузку на процессор, как и churn с рейтом около 40 открытий-закрытий в секунду. Сделайте вашу систему устойчивой. Спасибо за просмотр.